Начинаем вязать голову с кольца амигуруми. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем кольцо в круг, ставим маркер и второй ряд будет прибавки. Нам нужно сделать 6 прибавок. Первая прибавка, вторая прибавка, и шестая. В ряду у нас получается 12 столбиков без накида. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 6 раз. 1 столбик, прибавка. Первый раз 1 столбик, прибавка. Второй раз 1 столбик, прибавка. Третий раз. И так до конца ряда. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Третий ряд 2 столбика без накида, прибавка. Вяжем так: 1 столбик без накида, прибавка. Далее вяжем 2 столбика без накида, прибавка 5 раз. В конце у нас остается 1 столбик без накида, мы его провязываем. 2 столбика, прибавка. Второй раз, 2 столбика, прибавка, третий раз. До конца провязывайте. Я делаю последнюю прибавку, и в конце у меня остался одна петля, я провязываю столбик без накида. В ряду у нас 24 столбика без накида. Далее провязываем 5 ряд, 3 столбика без накида, прибавка, повторение 6 раз. Первый раз, 1, 2, 3, второй раз, и так до конца ряда. И в ряду у нас должно получиться 30 столбиков без накида. Вяжем 4 столбика без накида, прибавка. Сначала вяжем 2 столбика без накида, делаем прибавку. Далее провязываем 4 столбика без накида, 1, 2, 3, 4, делаем прибавку. И комбинацию 4 столбика без накида, прибавка мы до конца ряда провязываем. В конце ряда у нас остается 2 петли, мы их провязываем 2 столбиками без накида. Делаю последнюю прибавку, и остается 2 столбика, провязываю столбиками без накида. Далее 7 ряд, провязываем 5 столбиков без накида, прибавка, повторяем 6 раз. В ряду у нас должно получиться 42 столбика без накида. 2, 3, 4, 5, прибавка. Повторяем до конца ряда. Сейчас мы будем вывязывать вот эти вот белые вставочки для глазиков. Нам понадобится белая пряжа, подготовьте, пожалуйста. И начинаем вязать 8 ряд. 3 столбика без накида основной пряжей, 1, 2, 3, делаем прибавку. Провязываем 6 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 5, 6, делаем прибавку. Три столбика без накида, 1, 2, и третий столбик мы провязываем не полностью. Сейчас мы будем вводить белую пряжу, белый цвет.
Оставляем небольшой кончик, чтобы потом его закрепить. И протаскиваем, заканчивая столбик без накида. Подтягиваем. И смотрите, сейчас мы будем вязать протяжками. То есть, когда я буду вязать белой пряжей, я буду оранжевую пряжу вводить в ряд и провязывать таким образом все вместе, чтобы у меня не особо были большие протяжки, поэтому мы будем вот таким способом поступать. Пока у нас только идут единичные столбики, вот, и протяжки будут минимальные. Конечно, когда мы будем подбираться уже к вот этой длинной части треугольничка, тогда уже протяжки будут большими. Продолжаем вязать белой пряжей 3 столбика без накида. Ввязываю основную ниточку. И можно ввязать вот этот кончик, чтобы нам их не связывать, но предварительно подтянить. Провязываем белой пряжей 3 столбика без накида. 1, 2. И третий столбик мы провязываем не до конца. Меняем нить на основную. И провязываем следующую петлю, прибавку. Провязали прибавку. Далее 6 столбиков без накида. Ввязываем вот эту белую ниточку теперь. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И 6 столбик делаем неполный. Меняем цвет, провязывая столбик, завершая его, подтягиваем и вяжем прибавку, ввязываем основную ниточку, вяжем прибавку, 1, 2 столбика в одну петлю и 1 столбик без накида. Мы его опять же не завершаем полностью, а меняем цвет на основной. В дальнейшем я так не буду уже говорить, да, чтобы не терять времени, просто буду говорить меняем цвет. Далее белая ниточка нам не понадобится в этом ряду, поэтому мы ее ввязывать не будем, чтобы нам меньше протяжку делать, да, то есть протяжку мы будем уже вот в эту сторону дальше делать. Провязываем сейчас основной пряжей 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем прибавку. Далее провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку. И в конце у нас остается 3 петли. Провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 8 мы ряд завершили. 48 столбиков у нас в окружности. Продолжаем вязать 9 ряд. Вяжем основной пряжей 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем прибавку и меняем цвет. Не стягивайте белую пряжу, потому что когда мы
будем набивать, может вот эта вот утяжечка очень сильно мешать. Либо стянуть полотно, либо вообще не даст нам наполнить холофайбером голову. Так, поменяли. И теперь ввязываем основную нить в ряд. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Меняем цвет на основной. Белую ниточку ввязываем в ряд. Провязываем 3 столбика без накида основной пряжей. 1, 2, 3. Делаем прибавку. Далее 2 столбика без накида. Меняем ниточку. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Меняем цвет. 5. Далее делаем прибавку. Семь столбиков без накида прибавка, повторяем 2 раза. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку. Повторяем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И последняя петля у нас прибавка. Мы завершили 9 ряд в ряду 54 столбика без накида. С 10 ряда у нас не будет больше прибавок, будем просто менять цвет и провязывать вот эти пятнышки. Итак, 10 ряд вяжем основной пряжей 16 столбиков без накида. 1, 2, 3, 15, 16. Меняем цвет. Протяжечки уже становятся больше. Смотрите, не затягивайте сильно вот эту вот ниточку белую. А оранжевую хорошенечко подтягивайте. Провязываем 7 столбиков белой пряжей, ввязывая оранжевую ниточку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Меняем цвет на основной. Далее провязываем основной пряжи 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Не до конца меняем нить, меняем на белую. Также провязываем 7 столбиков без накида, ввязывая основную нить в полотно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Меняем на основную нить и провязываем до конца ряда 19 столбиков без накида. В ряду также 54 столбика без накида. 11 ряд провязываем 15 столбиков без накида основной пряжей. Далее меняем цвет на белый. И провязываем белой ниточкой 8 столбиков без накида.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем цвет. Затягиваем хорошенечко. Далее провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Меняем на белую пряжу. Провязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Меняем на основную ниточку. И до конца ряда провязываем 18 столбиков без накида. Проверяйте, чтобы ничего не было стянуто, и заканчиваем ряд. Вяжем 12 ряд. Провязываем 14 столбиков без накида основной пряжей, меняем цвет на белый, поменяли. Провязываем 9 столбиков без накида, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Меняем цвет на основной. Провязываем 5 столбиков без накида основным цветом, 2, 3, 4, 5 не до конца, меняем цвет. То же самое провязываем белым цветом 9 столбиков без накида, 2, 9, меняем цвет. И до конца ряда провязываем 17 столбиков без накида. Тринадцатый ряд. Вяжем 13 столбиков без накида основной пряжей. Далее меняем на белую и провязываем 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 10. Меняем цвет. Провязываем 5 столбиков без накида основным цветом. 2, 3, 4, 5. Меняем на белую пряжу. Не забывайте подтягивать, чтобы у нас не было очень расслабленного вязания. И провязываем 10 столбиков без накида белой пряжей. И последняя 10-я петля, меняем цвет на основной. И провязываем до конца ряда 16 столбиков без накида. Далее мы повторяем тот же ряд еще 2 раза, то есть 14 и 15 ряды, они будут абсолютно такими же, как и 13 ряд. Провязываем до конца 16 столбиков без накида и повторяем эти 2 ряда. Вот что у нас получается. Смотрите, на изнанке я люблю обрезать вот эти вот ниточки и связывать их
вот так вот вместе узелочками. Вот, то есть я вот так беру, ножнички разрезаю, обрезаю и вот так вот между собой стягиваю вот здесь. Ну, вот эти вот они коротенькие протяжечки, я их оставляю. А вот эти длинные, вот видите, я обрезала и вместе их связала. И вот так вот оставляю. Далее мы белую ниточку обрезали и продолжаем вязать с 16 по 18 ряд, то есть 3 ряда основной ниточкой без изменений, без прибавок, без убавок. То есть 3 ряда провязываем. Связали 3 ряда. Ничего страшного, что у нас идет небольшой перекос, не пугайтесь. Когда мы сделаем утяжку, то у нас все выровняется и будет ровненько. А далее мы будем делать убавки. 19 ряд вяжем, 7 столбиков без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем убавку. Повторяем еще 5 раз. И в ряду у нас должно получиться 48 столбиков без накида. 20 ряд делаем 6 столбиков без накида, убавка, повторяем 6 раз. В ряду 42 столбика без накида. Сначала провязываем 3 столбика без накида, 1, 2, 3, делаем убавку. И далее провязываем 6 столбиков без накида, делаем убавку и повторяем 5 раз. 2, 3, 4, 5, 6. Убавка. Повторяем до конца ряда. В конце ряда у нас остается 3 петли. Провязываем 3 столбика без накида по этим петлям. Для тех, кто будет вставлять глазки на безопасном креплении, мы вставляем от кольца амигуруми, отсчитывая 12 столбиков без накида. То есть между 12 и 13 рядом мы ставим глазки. И смотрите, чтобы край глаза, вот сейчас я покажу на своем тигре, вот этот край глаза прикасался к белой части, вот этой внутренней части накладочки нашей. То есть, чтобы не выходил, оставьте место для носика. И не делайте совсем посередине, потому что потом вы сделаете веко, и веко закроет всю накладочку, которую мы с вами вывязывали. Продолжаем вязать. Вяжем 21 ряд. 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем 6 раз. В ряду 36 столбиков без накида должно быть. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. Повторяем до конца ряда эту комбинацию. Не забывайте наполнять детальку по мере вязания. Дальше вяжем 22 ряд. В 22 ряду нам нужно сделать 6 убавок. И мы делаем сначала, провязываем 2 столбика без накида. 1, 2. Делаем убавку. Потом провязываем 4 столбика без накида, делаем убавку и повторяем 5 раз. 1, 2, 3, 4 и убавка. Повторяйте до конца ряда. В конце ряда у нас останется 2 петли. Мы ее провязываем 2 столбиками без накида. Сейчас в ряду у нас 30 столбиков без накида. 23 ряд мы вяжем 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3. Убавка. И так до конца ряда. В ряду у нас останется 24 столбика без накида. И последний 24 ряд, 2 столбика без накида, убавка.
Повторяем 6 раз. В конце у нас остается 18 столбиков без накида. Ниточку обрезаем, оставляем длинный кончик для пришивания, и у нас будет голова готова. Довязывайте до конца. Все, я плотно набила голову. Мы ее теперь отставляем в сторону и будем вязать мордочку. Мордочка у нас состоит из 2 деталей. Давайте наберем в кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замкнем круг и провяжем 6 прибавок. Можно поставить маркер. Мордочка, деталь мордочки не очень большая, поэтому можно и не ставить, кому как удобно. Делаем 6 прибавок в каждую петельку по 2 столбика без накида. 1, 6. Второй ряд закончен. 12 столбиков без накида у нас сейчас. Вяжем третий ряд. 1 столбик без накида, прибавка, повторяем 3 раза. Прибавка, первый раз. 1 столбик без накида, прибавка, второй раз. 1 столбик без накида, прибавка, третий раз. И до конца ряда 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Четвертый ряд провязываем 15 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 14 и 15. Все, делаем соединительный столбик в следующую петлю, нить обрезаем и вяжем вторую детальку, точно такую же, но нить не обрезаем. Так, 2 детальки у нас готовы. С этой деталькой, где у нас нить обрезана, я на изнаночную сторону выправляю. И сейчас будем соединять. Ниточку я здесь не обрезала на второй части, да, на второй детали. Так, и смотрите, я переворачиваю к себе ту деталь, от которой мы обрезали ниточку, и поворачиваю вот так вот к тому срезу, да, как бы мы сейчас вязали в левую сторону. Вот так. И соединяю, ввожу крючок снизу вверх, вот так, в петлю, и делаю соединительный столбик. То есть сквозь 2 петли провожу и делаю соединительный столбик. Дальше ввожу крючок на ту детальку, которая к нам ближе, и вхожу в петлю снизу вверх, следующую деталь, и провязываю соединительный столбик. И повторяю еще один раз соединительный столбик. Вот таким образом мы соединили 2 детальки. Теперь можно нить обрезать, но оставить длинный кончик, чтобы мы могли пришить. И вот так это будет выглядеть. Вот глазки. Вяжем глазки. В кольцо амигуруми 6 столбиков без накида. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем кольцо в круг и делаем 6 прибавок. 6. Делаем соединительную петлю.
Нить обрезаем, оставляем длинный кончик для пришивания. Вяжем такую же вторую детальку. Примерный диаметр этого глаза получается 7 миллиметров, то есть 6-7 миллиметров. Для ушек у нас используется 3 цвета пряжи: черная, оранжевая и белая. Две детали, черная и оранжевая, они одинаковые. Сейчас мы будем вязать правое ушко. Нам надо сделать вот таких 4 детали. 2 детали у нас будет оранжевого цвета и 2 детали черного цвета. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В последнюю четвертую петлю делаем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Далее делаем 2 воздушные петли. Переворачиваем вязание и с третьей петли вяжем 1 столбик без накида. В следующие петли мы делаем прибавки, то есть нужно сделать 4 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка и последняя прибавка. 2 воздушные петли, переворачиваем вязание, вяжем с третьей петли 2 столбика без накида. 1, 2. Теперь нам нужно сделать комбинацию из прибавки 1 столбика без накида с повторением 4 раза. Прибавка, 1 столбик без накида первый раз, прибавка, столбик без накида второй раз, прибавка, столбик без накида третий раз, прибавка и последний столбик без накида мы делаем в последнюю воздушную петлю. Две воздушные петли, переворачиваем вязание, с третьей петли начинаем вязать 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Теперь нам нужно повторить комбинацию из прибавки 2 столбика без накида с повторением 4 раза. Вяжем прибавка, 2 столбика без накида. 1, 2. Первый раз. Прибавка, 2 столбика без накида. 1, 2. Второй раз. Прибавка, 2 столбика без накида третий раз и последний раз прибавка, 2 столбика без накида. 1 и в последнюю петлю воздушную делаем последний столбик без накида. Вяжем по этой же схеме детальку из черной пряжи. Вот она у меня уже связана. Прикладываем изнаночными сторонами детальки вместе, складываем их. В последнюю петлю на черной детали мы вставляем крючок и вытаскиваем вот эту петелечку. Протаскиваем сквозь, подтягиваем. И со следующей петли мы начинаем обвязку. То есть черная деталь должна быть к нам лицом. Совмещаем петли, вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и последнюю, 8-ю, мы не провязываем. Мы будем дальше вводить белую ниточку, вводим, подтягиваем кончики, и вот эти кончики я заправляю внутрь детали и продолжаю вязать.
нам нужно сделать до конца ряда 10 полустолбиков. Делаем накид и провязываем полустолбики. Первый, второй, и последний 10. Все, ниточки обрезаем, и у нас готовое правое ушко. Сейчас покажу, как мы поступаем с левым ушком. С левого ушка мы нить обрезаем, закрепляем и оставляем. Потом мы кончики все спрячем. Берем черную детальку ушка и прикладываем также изнаночными сторонами друг к другу. Нам нужно сначала ввести белую пряжу. Вот у нас правое ушко, вот левое сейчас будет. В последние петли черной и оранжевой детали мы вставляем крючок и вводим белую ниточку. Делаем одну петлю закрепления и далее провязываем 10 полустолбиков. Так же, как мы делали это на правой детальке, мы провязываем 10 полустолбиков. 2, 3 и последняя 10-я незаконченная петля. Вставляем оранжевую пряжу, оранжевый цвет. Подтягиваем. Также прячем внутрь кончики. И до конца ряда мы вяжем 8 столбиков без накида. 1, 2 и последняя 8-я. Все. Закрепили и обрезали ниточку. Я оставляю сразу оранжевого цвета ниточку для пришивания длинную. Все ниточки лишние мы обрезаем и прячем внутрь. Вяжем хвост. Начинаем с белого цвета. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в круг и вяжем 6 прибавок. В ряду у нас получится 12 столбиков без накида. Первая прибавка, вторая прибавка и последняя 6-я прибавка. Ставим маркер. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. В ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Далее мы провязываем 4, 5 и 6 ряд без изменения. 18 столбиков без накида. Связали 3 ряда вверх белой пряжей. Нам нужно поменять цвет на основной. Я не довязала одну петлю 6 ряда. Делаю последнюю петлю неполной и ввожу основной цвет. 7 ряд будет вязаться за задние стенки петли. 18 столбиков без накида. Вяжем 18 столбиков за задние стенки. 8 ряд. Делаем убавку. Провязываем до конца ряда 15 столбиков без накида. Далее 5 рядов с 9 по 13 провязываем в высоту 17 столбиков без накида. 14 ряд делаем убавку и провязываем до конца ряда 15 столбиков без накида. И в ряду у нас получается 16 столбиков без накида. И далее
с 15 по 19 ряд вяжем 16 столбиков без накида. То есть 5 рядов провязываем еще вверх. На этом этапе можно наполнить связанную деталь наполнителем и также уже вставить проволоку. Кому удобно, вставляйте ее сейчас. Я обычно вставляю проволоку, когда уже хвостик связан. Мне так удобней. Проволока примерно 15 сантиметров, если вы вяжете из той же пряжи, из которой вяжу и я. Если вы вяжете из пряжи потолще, то, соответственно, деталь у вас будет больше, длиннее, и вам нужно взять проволоку подлиннее. Я всегда беру запас, лучше уж обрезать, чем не хватит. Вот так. И наполняем детальку наполнителем, и потом вставляем проволоку. Либо уже вставляем сразу. Конец проволоки обязательно нужно обернуть тканевым пластырем. И уже вот эти пустоты заполняем наполнителем. Вот таким образом. И дальше продолжаем вязать. Далее в 20 ряду мы делаем убавку и 14 столбиков до конца ряда. Далее провязываем с 21 по 25 ряд без изменения 15 столбиков без накида. По мере вязания не забывайте наполнять хвостик холофайбером. Чем выше у нас хвостик, уже, и соответственно наполнитель кладите немножечко меньше. То есть здесь самая плотная часть, и чем выше, тем менее плотная, то есть вот мягенькая. И продолжаем вязать. Провязали мы еще в высоту 5 рядов по 15 столбиков без накида. Теперь будем вязать 26 ряд, убавку и 13 столбиков без накида. Далее провязываем с 27 по 29 ряд по 14 столбиков без накида, то есть 3 ряда без изменения. 30 ряд делаем убавку и вяжем 12 столбиков до конца ряда. В ряду у нас 13 столбиков без накида. С 31 по 33 ряд вяжем по 13 столбиков без накида. То есть 3 ряда в высоту провязываем. Мы связали хвост. Теперь ниточку обрезаем, оставляем кончик для пришивания. И вставляем, если кто ранее не вставил, проволоку. Я это только что сделала, очень легко все вставилось. И смотрите, набивка у меня вот здесь очень плотная, здесь уже идет поменьше набивочка. Длину мы уже обрежем, когда будем вставлять хвост тела.